Добрый день, господа. Пока не ушел далеко от кассы, ну пока не разобрался тут в студию. Вот. Решил, что нужно снять еще один видос как инструкцию по эксплуатации, потому что дозатор все-таки это механизм, точный механизм. Вот. И, соответственно, он, как и любой механизм, требует ухода за собой. А так как самый ходовой, скажем так, порох у нас, как уже говорилось не раз, это Сокол, то он имеет несколько такую структуру чешуйчато-мелкую, то, естественно, он и проникает, так скажем, во все щели. Лезет во все щели, гад. Вот, поэтому неизбежно, что будет куда-то он, как не делай точно, да, но все равно он где-то будет что-то подсыпаться, просыпаться. Поэтому в любом случае придется... Это, кстати, происходит и на американце. Его тоже время от времени приходится на Соколе, ну как время от времени, смотря сколько собирать, понятное дело, да? Сколько пользоваться, приходится время от времени прочищать. Механизмы там и здесь разные, поэтому я покажу сначала, как его разобрать, а потом как собрать. Ну что, камера на стол, поехали. Для разбора, для разбора понадобится немного. Вот такие ключи, или вот такие ключи на 5 миллиметров. То есть от грани до грани у него 5 миллиметров должно быть. Предпочтительнее все-таки вот такой из набора. Вот он, вот этот ключ. Если у кого есть набор. Если заглянуть со стороны резьбы, я потом фотки вставлю, если будет не видно. Минуточку. Сейчас увижу, будет видно или не видно. Вот со стороны резьбы есть под этот ключ выемка в поршне дозатора. Я как делаю? Я откручиваю примерно на тройку вот по вот этой шкале. Опускаю в нижнее крайнее положение, то есть к соплу, и засовываю ключ. В чем, кстати, предпочтительнее этот ключ? У него на конце такой как бы шарик, и он позволяет гайке, ну то есть гайку не вертикально откручивать, да, а немножко под углом. Что, собственно, здесь и происходит. Поэтому я засовываю ключ и, придерживая его, начинаю откручивать вот не вот этот винт, а вот этот винт. То есть как бы срываю, да? Он там затянут, я его срываю. Вот, сорвал. Все, теперь он откручен. Теперь нужно сорвать вот этот. То есть вот эту вот этот винт, то есть резьба, которая соединяет барабан с дозатором. Вот этим пальцем вот так вот обнимается и вот так вот сдергивается и раскручивается. Вот появилась гайка, видно, да? Теперь, если опять засунуть ключ, вот этот. Сейчас поймаю. О, поймал. Вся эта конструкция спокойно вот за эту гаечку раскручивается. Все. Теперь прячем гайку вовнутрь барабана и выдвигаем влево либо вправо. Вытаскиваем. Гайка выпадает или ее немножко придется... Вот 3 порошинки там было. Все, как бы автомат разобран. Кстати, с повязкой на глазах 45 секунд. У кого получится?
Или пока спичка горит. Разбор состоялся, продули, промыли, прочистили. Как собирать теперь? Собирать просто. Вот смотрите. Есть отверстие с резьбой и есть без резьбы отверстие. Отверстие с резьбой должно смотреть в сторону вот этой прорези. И когда вы закладываете барабан в корпус, вот так ставить неправильно. Потому что отверстия, к которым крепится ручка, должны стоять наоборот. То есть они должны стоять параллельно оси. То есть отверстие с резьбой смотрит в сторону прорези, а вот эти два отверстия, они параллельны оси самого прибора, то есть через который порох сыпется. То есть как бы между соплом и дыркой, отверстием с резьбой, должны они вот так вот стоять. Ну понятно, да, по видео. Но прежде чем засунуть все это дело, засовываем гайку. Гайка засовывается резьбой в сторону резьбы. Своей резьбой в сторону резьбы. Все, туда ее просто бросили и задвинули. Теперь, значит, в зависимости от того, кому какой достанется, где-то посадочка может быть потверже, где-то не потверже, но просто вот у меня в данном случае она сама вылезла, эта гайка, а где-то можно просто ключом ее чуть подтолкнуть. В любом случае это надо делать, потому что засовываем опять ключ и ставим этот ключ, ну то есть гайку, ключ в паз гайки, шестигранный паз. Берем дозатор, сам дозатор имеется в виду, механизм дозации. Держим за вот эту гаечку и начинаем закручивать все это дело в гаечку поршня. Закрутили. И чуть-чуть, не надо до дури, там просто вот чуть-чуть подтянули, все. Теперь берем вот за эту штучечку, то есть за корпус дозатора с резьбой. И его теперь закручиваем уже в барабан. Я ставлю обычно в среднее положение, потому что в среднем положении вот здесь небольшой конус есть, как бы, вот, ну, между вот этими плечиками. И он здесь лучше всего закручивается. И закручиваем за него. Вот, закрутили. Берем опять также вот одним пальцем и вот так докручиваем. Тянуть ничего не надо. Тут никакой усилия. Здесь конусная резьба немного, и она сама самоконтрится. Она уже не выкрутится, если вы будете крутить за вот эту штуковину. Все, значит, как найти ноль, дальше которого, ну, нежелательно, чтобы вот эта штука закручивалась. Обычно это 2,5 и 3 деления по шкале вот этой. Я вот так вот ставлю вертикально и просто потихоньку кручу. Бум, уперлась. Это значит, вот та гайка, которую мы бросали в барабан, уперлась вот сюда в корпус. 2 оборота, все, это у вас получается практически нулевая засыпка. Вот видите где. То есть насиловать не надо. Если где-то что-то тяжело крутится, лучше остановиться и посмотреть, почему это происходит. Собственно, все, на этом сборка закончилась. Можно уже ставить на стойку. Все это в комплекте есть. Это если с нуля собирать, то есть как придет. Прикручиваем винтами какой-то поверхности, работаем. Думаю, ну, все доступно, да, рассказал. Будут вопросы, пишите, спрашивайте. С удовольствием всем отвечу. Все, всем пока.